Спасибо. Всем привет, ребят. Да-да-да, давайте похлопаем. Смотрите, какое зажигающее начало. Я начну с вопроса. Ребят, поднимите руку, у кого здесь есть свой токен. Давайте, не стесняйтесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Что, больше ни у кого токенов нет? 11, 12, 13. 13. Я думаю, что 15, да? Ладно. Это хорошо, что это презентация для вас, ребят. Остальным, я думаю, тоже интересно будет послушать. 2 слова буквально про тему «Жизнь после ICO» или «Как построить экосистему для токена». Я думаю, это как раз будет интересно всем тем, кто собирается выпускать свой токен. И наверняка это будет интересно тем, у кого этот токен уже есть. 2 слова про нашу компанию. 3 проекта. Первый — это технологический проект, вторая — это криптобиржа, третья — это криптоплатежка. Пару цифр. Bit2Broker существует уже 4 года, в феврале будет 5 лет, 5 офисов, 70 сотрудников, больше 70 институциональных клиентов, 25 стран, 7 языков, 24/7 и много еще всего. Не стал специально пугать вас оборотами. Дальше B2BX. Топ-50 по CoinMarketCap. 100 плюс корпоративных клиентов, несколько тысяч активных клиентов. Дальше. Платежку запустили буквально недавно, уже набрали пул мерчантов. За октябрь запроцессили более 1,5 миллиона долларов и в шлюз добавили более 30 валют. Теперь пойдем по теме. Да, я не хочу заниматься рекламой, хочу сделать вам какой-то полезный контент. И наверняка вы знаете, что на сегодняшний день прошло уже не меньше 3000 ICO. Я знаю, что вы скажете, что на CoinMarketCap всего 2200, но есть еще китайский Fexibao. Кто там был? Видели его, да? Там есть еще где-то 3000 монет, о которых вы не знаете. Поэтому мы так, в принципе, обобщили. Получилось где-то 3000 монет. И наверняка еще есть 1000, о которых вообще никто не знает. И всего 200 проектов, у которых капитализация хотя бы больше 20 миллионов долларов. Ну там плюс-минус 200. Думаю, что вот сегодня утром было, по-моему, 220 таких проектов. Дальше. Поехали по проблемам. Что случилось? Почему 3000 ICO провели и токен торгуется ниже цены ICO в несколько раз? Да, это нормально с учетом того, что рынок просел, по битку просел в 3 раза, эфир просел в 7 раз, но тем не менее. Первая проблема — это то, что многие проводили ICO в моменте, когда цена биткоина была 15, 17, 16 и так далее. Я думаю, все помнят, да, эти веселые времена в январе. Дальше. После того, как провели ICO, в чем загвоздка появилась у команд? Первое, не смогли реализовать продукт. То есть вроде идея была, вроде команда была, кто-то поругался, кто-то поссорился, кто-то просто собрал денег, подумал, что зачем в принципе дальше что-то делать. Кто-то продолжает набор команды, не может это сделать, потому что на сегодняшний день это действительно сложно. На рынке очень много людей, готовых прийти к вам на работу и помогать делать вам проект, но действительно крутых среди них не так много. Дальше. Многие продукты запускаются вообще без какой-либо дифференциации, то есть нет каких-то отличительных преимуществ перед другими продуктами. Да, вы посмотрите на рынок бирж, платежки и так далее. Мы дальше про это поговорим. Но есть продукты типа а-ля, не знаю, какие-то связанные с недвижимостью, то есть это просто все под копирку одни и те же платформы. Может быть, они даже у одного вендора все покупаются. Дальше перескочили. Следующая проблема – это юридическая часть. Да? Сейчас инвесторов уже тоже очень сильно волнует, не только инвесторов, вообще даже и ваших будущих клиентов. Это ваша юридическая составляющая. Где вы, что вы, как вы. То есть вот эти времена, когда вы зарегистрировали компанию где-то на Сейшельских островах и работаете с этой компанией, вызывают очень много вопросов у ваших контрагентов. Дальше, маркетинг. За счет того, что появилось огромное количество компаний, какие бюджеты сейчас на маркетинг нужны?
На CoinMarketCap 15 тысяч долларов баннер скликивают за 6 часов. То есть если вы CoinMarketCap положили депозит, разрешили им открутить ваш баннер как бы максимально быстро, это буквально вот 6 часов вашего баннера нет. То есть понимаете, да, сейчас многие ICO-шки столкнулись с тем, что на маркетинг нужно тратить по 200, по 300 тысяч долларов в месяц, что они себе позволить не могут. И некоторые даже в принципе в голове такие цифры не допускают себе. Дальше. Столкнулись с поддержкой, с тем, что если вы запускаете какой-то продукт, направленный на глобальный рынок, у вас, естественно, должна быть мультиязычная поддержка. А это что значит? В крипте все продукты должны работать 24/7. То есть если раньше, например, многие работали 24/5, то 2 года назад они перешли на режим 24/7. То есть теперь компания вообще никогда не отдыхает. Плюс, если вы начинаете работать на Китай, на Азию, на Европу, на Америку, на Африку и так далее, умножайте вот это все на то количество людей, которое нужно вам для саппорта. Пускай даже в дневное время, а ночное время будут на других языках. Дальше. Сервис. Вот с этим реально большие проблемы на рынке. Никто не уделяет этому должного внимания. То есть все пытаются там как можно быстрее выкинуть продукт на рынок, начинают привлекать клиентов, нет сервиса. Никто не думает о выделенных аккаунт-менеджерах, никто не думает о том, что... Потому что клиенты — это сервисы. Посмотрите на крупные компании, почему у них так много клиентов. Потому что сервис. Все клиенты любят сервис. И вы сами в том числе. Дальше, вот это основная проблема, я это вижу каждый день сплошь и рядом. Все ICO, после завершения ICO, они вместо того, чтобы заниматься вот теми проблемами, которые я озвучил выше, они продолжают поиски инвесторов. То есть вместо того, чтобы пилить продукт, набирать команды, не знаю, делать маркетинг, делать юридическую часть, финансовую часть и еще куча всего, они продолжают заниматься поисками инвесторов. То есть иногда охота сказать, что, ребят, все, хватит, как бы, идите, работайте. Дальше. Это, конечно, основная проблема, но она следствие вот тех причинных связей, которые были выше. То есть нет реального спроса на токен. Почему нет? Потому что нет проделанных работ, которые я перечислил выше. Дальше. Решение. Какое может быть решение? Решение очень простое. Это нужно создавать экосистему для вашего токена. Вопрос. Из чего должна состоять эта экосистема? Ответ очень простой. На рынке достаточно много возможных путей развития, в том числе это запуск своей биржи, запуск своего брокера, запуск своей платежной системы, запуск своей платформы, да, как минимум, которая у вас написана в roadmap. И есть еще куча направлений, куда вы можете пойти, где вы можете интегрировать свой токен для того, чтобы его развивать. Вы можете сказать, что на рынке огромная конкуренция и нереальное количество уже компаний, которые в принципе делают одно и то же. Да, это действительно так, но как от них отстраиваться? Опять же, делайте просто лучше, чем это делают другие. Хотя бы просто сделайте лучший сервис. Вы уже будете выше других. На самом деле, как бы, если вы посмотрите там в любом сегменте рынка есть конкуренция, жесткая конкуренция. И в крипте она чувствуется особенно. Это вообще, в принципе, финтех рынок, он супер конкурентный, потому что вход с каждым годом на этот рынок снижается. И вы можете легко отстраиваться за счет высокого сервиса. Да, обслуживайте просто чуть лучше, чем другие. Ищите новые рынки. Никто не думает о рынках Африки, о каких-то действительно там глубоких азиатских рынках, где там маркетинг вообще не работает, да, там нужно выстраивать отношения. Никто не думает о каких-то менее популярных рынках. То есть все работают, в принципе, на каких-то стандартных рынках. Кстати, учтите, что Россия один из самых сложных рынков в мире, потому что русские клиенты, они одни из самых умных в мире. И самых продвинутых, самых таких, которые требуют сервис. Потому что на самом деле российские банки в приложениях и так далее, они очень сильно далеко впереди по сравнению с теми же европейскими банками. Поэтому смотрите новые рынки, делайте сервис, запускайте какие-то новые каналы, которые никто до вас не запускал. Дальше. Вы спросите,
как это все сделать? Очень просто. Весь цивилизованный мир уже давно использует вендоров. Не обязательно пытаться набрать как бы себе какую-то там, набирать программистов, пытаться набрать команду. Вы можете просто работать с вендорами. На самом деле, вы посмотрите на большие биржи, NICE, LME и так далее. Вы знаете, что они делают? Они делают юридический фреймворк, да, то есть они получают лицензии, они занимаются маркетингом, занимаются продажами. Всю IT-часть делают вендоры. Никто не держит, как бы, не набирает программистов. Ставятся задачи вендору, вендор как бы допиливает эти системы. И это нормальная практика. Я знаю очень много больших американских брокеров, и некоторые даже обслуживаются российскими компаниями здесь, в Санкт-Петербурге. Почему? Потому что это удобно. Ты у вендора берешь продукт, вендор фокусируется на своем, ты фокусируешься на маркетинге, на юридической части, на сервисе, на продажах. То есть ты фокусируешься на всем том, что является на самом деле корневым бизнесом. Поэтому всегда, когда вы начинаете запускать свой проект, прежде всего подумайте, ребята, зачем выдумывать как бы и делать второй раз одно и то же, при том, что вы уже потеряли время, вы, скорее всего, для того, чтобы догнать догнать вендоров, вы, скорее всего, потратите времени в 2 раза больше, потому что вы уже отстали там на год, на 2. И плюс, пока вы будете год делать, еще какие-то функции добавятся. Поэтому это на самом деле нормальная практика. Дальше. Что еще делать со своим токеном? Дальше нужно запускать свои как бы сервисы, связанные с биржей, запускать, не знаю, своих брокеров, запускать свои платежки. Я не говорю, что вы, как одна компания, как один ICO-проект, должны сделать сразу все. Но помимо вашей платформы, если вы чувствуете, что в реальности это все не получилось не так, как вы планировали, и вы чувствуете, что вот ваша платформа, не взлетает она, или нужно что-то такое делать, что я не знаю, что нужно сделать, чтобы она взлетела. Но не надо как бы расстраиваться, не надо там, не знаю, назову такое слово, скамиться, да. Вы можете просто пойти по рынку, поискать вендоров и взять у них как бы какое-то решение, которое вам реально по душе, и куда вы интегрируете свой токен и будете дальше его развивать. При этом будете нести реальную ценность всему сообществу, криптосообществу и реальному бизнесу. Поэтому дальше, после того, как вы запустили эту платформу, вы идете как бы по стандартной схеме. Вы пытаетесь как бы интегрировать свой токен на платежки, на все интернет-магазины. Потому что, представляете, у вас гейтвей, и с помощью вашего гейтвея все мерчанты, помимо всех основных валют, начинают принимать ваш токен к оплате. Что произойдет с вашим токеном? Естественно, произойдет реальный спрос, появится реальная ликвидность, появится реальный интерес. Скорее всего, даже появятся те, кто подумает, что лучше я буду держать, чем продавать его. Поэтому продолжайте также, то есть запустив свою платформу, вы на этом не должны останавливаться. Вы должны также продолжать свой токен, пытаться листить на каких-то серьезных биржах. Да? Там, все вот эти биржи, которые ниже топ-100, я не знаю, не вижу смысла там листить токены, но дальше нужно продолжать как бы развивать свои экосистемы, пытаться партнериться с кем-то, да, пытаться делать взаимные интеграции с токенами. То есть это все как бы работает. И на самом деле просто многие ленятся это делать. Вы можете вот приехать на такую конференцию и заниматься нетворкингом. Еще раз хочу обратить внимание на вот этот слайд, ребят, что, скорее всего, вам пора уже привлекать клиентов. Вот это одна из самых больших ошибок даже тех платформ, которые уже даже сделали продукт или сделали MPV какой-то сделали, они продолжают искать инвесторов. Хотя я вам серьезно скажу, что если вы начнете искать клиентов и все свои силы кинете на поиск этих клиентов, на грамотный маркетинг, то буквально через полгода, через год вы почувствуете revenue, вы почувствуете как бы входящие деньги, вы почувствуете какую-то стабильность, и в принципе вам не нужны инвесторы. На самом деле. Потом вы будете думать просто совсем про других инвесторов, которые вам не только деньгами могут помочь, но и сделать определенные коннекшены. То есть это уже будет важнее. Дальше. Обратно немножко к статистике вернемся.
Потому что у некоторых ребят в глазах увидел такой пессимизм, когда я сказал, что нужно запускать свои криптоплатежки, биржи и своих брокеров. Это нужно сделать обязательно. Почему? Потому что, да, большая конкуренция, но посмотрите на эти цифры. Япония, Америка, Европа, СНГ, Китай, Африка. Это не финальные цифры, да, это такой средний разрез по рынку, то есть плюс-минус они понятны, то есть плюс-минус они как бы реальны. И вот вы можете посмотреть, например, форекс-брокеров. 3500 в мире форекс-брокеров. И что? И все работают, и будут работать. И есть как бы топ-100 брокеров, которых ценят, которых любят, которые развиваются. Почему? Потому что у них все те же самые технологии, у них все те же самые каналы маркетинга, у них все те же самые системы, просто они делают это лучше. Они лучше обслуживают, лучше дают сервис, им больше доверяют, потому что они фокусируются не на написании там своего движка очередного, а на том, чтобы получить какие-то лицензии. Это все к вопросу о вендорах. Заметьте, все очень большие брокеры, они очень часто используют сторонних вендоров, потому что им нет смысла тратить свои силы и ресурсы не на core бизнес. Core бизнес — это привлекать клиентов, обслуживать, делать маркетинг. И посмотрите, какая конкуренция между банками, между официальными биржами, между лицензированными брокерами, это фондовые брокеры, между форекс-брокерами и криптобиржи. Криптобирж, я оценил рынок сейчас где-то примерно 1000 криптобирж. По моим оценкам, это вот реально то число, которые более-менее живые биржи. Я слышал оценки там в 2000 и так далее, я просто не нашел этому подтверждения. И на самом деле 1000 криптобирж — это немного. С учетом того, что вы посмотрите на 800 или 900 бирж из этой 1000. То есть там половину вообще как бы сложно назвать биржами, потому что это, скорее всего, больше обменники в их как бы стандартном понимании. И вторая половина технологии очень отстают. Почему? Потому что ребята тоже решили как бы пойти и начать не с вендоров, а начать с самих себя. И начинают делать вот эти вот все ошибки. Поэтому рекомендую вам прочитать на Forklog. Есть очень крутая статья. Называется она «Стартапам здесь не место». То есть заходите на Forklog, нажимаете вкладку «Спецпроекты» и читаете. Там рассказывается, как создать своего брокера, как создать свою биржу и как запустить свою криптовалютную платежку процессинговую. Это будет очень интересно каждому из вас. Даже если вы не хотите это сделать, как минимум просто почитайте. Все, мой доклад окончен. Я уложился во времени раньше, чем было отведено. Поэтому я думаю, ребят, вы пока можете сформировать свои вопросы и в конце на панели мне их задать. Всем спасибо. С вами был Артур. Увидимся. Да, спасибо за такой динамичный, яркий доклад.